Всем привет! Добро пожаловать обратно в дневник дизайнера. Сегодня 5-я серия, и у нас есть большая надежда, что наша Ханна сегодня достигнет 4-го уровня в карьере дизайнера интерьеров. Я, кстати, перед этим бурчала в сериях, что ой, как-то мы медленно продвигаемся по карьерной лестнице, но на самом деле вообще ничего не медленно, потому что достаточно быстро. Всего 5-я серия, и у нас уже возможно все-таки продвижение до 4-го уровня. При том, что я не помню, сколько у нас было построек, перестроек, заказов, я уже сбилась со счета. Но суть в том, что я абсолютно все постройки, все, что она делает в своей карьере, я вам показываю. Ничего вне камер она у меня не совершает. Поэтому вы все можете видеть, за что ее повышают, за что хвалят, все наши взлеты и падения. Хотя прям совсем таких падений у нас не было. Так вот, сегодня у нас легендарный день, легендарный заказ, но лично для меня, потому что я была с Симсами самой первой части, и как раз-таки «Семья Гот» у нас самый... Ой, а где их дом? «Семья Гот» у нас самого первых Симсов. Я когда-то за них играла. Смотрите, какой у них гигантский черный дом. Да, у них всегда был немножко такой домики. У них, ну, во-первых, богатые, во-вторых, такие с выдумкой, я бы так сказала. Но на самом деле я не ходила не играла за них уже со вторых-третьих Симсов. Вот, у нас, кстати, кто-то здесь есть уже. Кассандра Гот, и кто у нас тут в кустах стоит? Белла Гот. Кстати, Беллу Гот у нас искали во вторых и третьих Симсах, потому что вот я помню за счет того, что это, типа, сделали такую историю семьи, что в первых Симсах это была семья, такая вроде богатая, но вроде бы как в первых Симсах она потерялась, это Белла Гот, она прям совсем в елке там застряла. Потом во вторых Симсах искали, в третьих, я так понимаю, нашли, а в четвертых вот она прекрасненько себе живет. Вот. В общем, такая прям история. Говорю, если первые Симсы я играла за них, то потом я в основном женилась, разводилась, захватывалась. О, ей понравился какой-то стиль, это интересно. Это растение, кстати, Это, наверное, ей стиль понравился, который Как его называют? Я вообще симмер-строитель склеротик, потому что я не помню название всех наборов, я не помню название городов. Я считаю, я достойна премии, как самый ужасный человек, строитель в Симсах. Так, у нас есть мальчонка. Кто ты? Александр Гот, ты у нас клиент. Отлично. Посмотрите только на этот дом. На этот шикарный большой дом. О, как у них интересно сделана кухня. Смотрите, прям окошечко такое. Класс, мне очень нравится стиль. А что вот это за стул тут такой? Это очень странно. Он отдельно просто стоит. Обалдеть. Кстати, мы сегодня обустраиваем детскую комнату. У нас ремонт детской комнаты. Давайте искать детскую комнату. Я так понимаю, что все-таки наш основной заказчик это вот этот Александр. Давайте поищем спальню. В красных тонах такая. У них весь дом весь такой, смотрите, какой шикарный, с самыми высокими потолками. Зачем мне, я только не понимаю. Но самые высокие потолки, ванная, розовенькая. Это, наверное, вот как раз Беллы. Беллы? Да, она. Так, ванная. А где же детская? А у них есть еще этаж. Точно. А вот у них есть башенка. А тут Мортимер. Вот Мортимера я пару раз отбивала. А это Белла все-таки это не его дочь, это его жена. Да, наверное. В общем, у нас есть Мортимер, у нас есть Белла, у нас есть Кассандра и Александра. Давайте-ка с ними начнем общаться, потому что дом гигантский. Я, наверное, буду вот как раз перестраивать вот ту последнюю комнатку. Она такая прикольненькая, отдельненькая. В этом что-то есть. Давай, молодой человек, расскажи, что ты хочешь в свою комнату. Давай мы с тобой вежливо познакомимся. Сейчас остальные, надеюсь, подтянутся. Они обычно подтягиваются к дизайнеру со временем, но все-таки подходят для того, чтобы пообщаться, хотя они потом могут поздороваться и такие: «Аривидерчи, ищи нас по всему дому». Хорошо, когда это маленький какой-то дом, а когда вот такие 2-3 этажа, и в итоге моя Ханна носится, ищет их всех. Так, они счастливы, прекрасно. Спроси про дизайны, спроси про. Ну, открывайся панель там. Ну, короче, спрашивают. Где-то у нас есть еще человек. Вот, Мортимер к нам спустился. Спасибо вам большое. А где эти дамочки? Они так и стоят? Ага. Они тут так и стоят. Ну и что это? Так, Мортимер, спасибо, что пришел. Я безмерно благодарна. Так, вы просто так трещите, да? Перестаньте просто так болтать. Нам нужно определиться с твоей комнатой. Я тут работать пришла, не развлекать тебя, между прочим. Они такие все на спортике, кстати.
Так, робототехника. Это интересненько. Интересненько. Так, давай вежливо знакомься со своим еще одним клиентом. Итак, видите, как я и говорила, они все скопировались в одном месте. К счастью, они не разбежались. Правда, наша Кассандра не хотела к нам приходить никак, она там где-то застряла. Но я разузнала все, что мне нужно, и пока она сейчас попрощается со всеми, и мы сейчас поднимемся как раз на выхотуру. В высоту, в смысле, на третий этаж мы поднимемся, чтобы посмотреть, куда мы вообще. Да, прощайся с клиентами, пожалуйста. И поднимайся делать фотки. В общем, достаточно интересно на самом деле получилось, потому что, у нас есть, нравится программирование, нравится робототехника. То есть как для, комнаты спальни мальчика, мне кажется, интересно. Ну, даже мальчика, девочки, ну, хоть какое-то у него определенные пожелания есть. Мне это нравится. То есть сейчас мы еще там сказочный стиль и островная тематика. И вот это, не знаю, наверное, будет островная тематика и какая-то такой хай-тек, немножко как-то это все совместим. Ну, вот мне кажется, как раз в этой комнатке будет такая цитадель юного робототехника, монстра, не знаю, будущего доктора Зло. В этом что-то есть. Так что сейчас я тогда отфоткаю и перейду в режим строительства, чтобы мы посмотрели, что же такое сказочный стиль, но островную тематику я примерно представляю, это как раз дополнение с островной жизнью, мне кажется. Там дальше посмотрим. Эх, в общем, я, как обычно, оказалась очень самонадеянная, такая вся классная. У нас есть и программирование, и робототехника, и островной стиль. И, в общем,
оказалось все не так много, все как-то так пустоватенько, и денег много вроде. Конечно, в детской комнате у нас куча свечей. Ну да ладно, технику безопасности никто не соблюдает. Вообще надо соблюдать, конечно же. Не надо оставлять свечи без присмотра в комнате. Запомните это. Но у нас вот так вот. Ой, куда я уехала. В общем, у нас получилась вот такая вот комнатка. Такая вот яркая. Она отличается от всего. Да, у нас тут много свечей, комодик. Вот наше программирование, собственно, вот в этом выражается. У нас такой вот странный столик с вот такими вот лампами-тапками. Не напоминает тапки. И робототехника. Вот, как бы она. Все. Больше ничего нет в этой комнате. Такая вот аскетично яркая комнатка. Цветочек есть. И я что-то вообще ничего не придумала больше. Я не знаю почему. Хотя денег было много, но в мою голову вообще перестало что-либо попадать, какие-либо мысли. То есть я типа, ну вот комод, ну вот стол, кровать, пуфик, все. Что еще нужно для жизни? Но по факту на самом деле ничего больше не нужно. Ну, в общем, как-то так. Что-то я как-то опять недовольна своим ремонтом. Опять я... Мне всегда кажется, что я могу все гораздо лучше сделать, а в итоге получается как обычно. Так, мы идем встречать наших гостей, точнее не гостей, а хозяев. Тут надо еще спуститься через все ступеньки. Тоже захотел ты чайку, а ты в комнате на 3-м этаже. Это ж пока спустишься, и причем тут прям высокие потолки, значит, очень высокие длинные лестницы. В общем, уже чая, мне кажется, перехочется, пока ты дойдешь. Ну, моя Ханна быстро справилась. Еще такая красивая калиточка. Давай, зови всех. Да-да-да, с анонсом. Мне нравится, как они приходят слеплены. Так, она пошла сразу такая. Молодец. Так, давайте все заходите. Это же она будет опять... они, наверное, сначала поднимутся, потом только закроют глазки. Хотя в последнее время они вообще перестали закрывать глаза. Ну что это такое вообще? Что за показы такие, в которые не закрывают глазки? В этом же и весь прикол. Они ж не пойдут на 3-й этаж с закрытыми глазами? Они вообще пока никуда не идут. Ага, не будет красивой презентации. Это фоткается, класс. Короче, поднимаемся сами. Презентуем, они сейчас подтянутся. Я их знаю. Сама себя хлопает, такая классная. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот-вот. Я тоже такого мнения. О, все остальные подтянулись. Сейчас будем всех пытать и спрашивать, как им нравится. А где, собственно говоря, сам именинник? То есть человек, которому... Нет, 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 нельзя, нельзя. Куда ты села? Зачем ты села? Все нормально. Извините за истерику. Так, ух ты ж, они прям все сразу сформировали свой вердикт. Прекрасно. Ну, давайте по очереди, потому что их нельзя сразу назначать всех, потому что отменится все, и ни у кого вообще не спросят. Давайте с год. Он у нее вызвал какое-то чувство, точнее, она у него. Так, ему нравится, нравится. Спасибо, спасибо. Так, мальчишка. Ему, кстати, понравился, ему нравится фиолетовый цвет, как оказалось, и тут хотя бы кусочек фиолетового у нас есть. Ну, вроде ему нравится, кстати. Так, Мортимер, уйди, мне надо спросить мнение. Нельзя, чтобы он смущался. Да, ура, ура, ура. Теперь у Беллы. Так, ну пока что мы хорошо идем. Это радует. Я думаю, что нас все-таки ждет повышение. Что это? Я же говорю, что они после последнего обновления стали чаще застревать в текстурах. Ну, мне так кажется. Прям регулярно. Ну что? И чё? Она узнала просто как бы нейтральненько так. И не хорошо, не плохо, да? Ладно. Последнее мнение. Сжимаем кулачки. Ей понравилось! Ура! 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 Ну что? Какой вердикт? Та-та. Нас повысили! И ей, кстати, заплатили больше. 762. Обещали 600 ровно. Давайте остаемся на участке. А ты опять переоделась. Что это такое? Так, что ж, все прошло удачно. Ба-ба-ба. Повышение до консультант по декорированию. Ханна получает повышение должности. Она также получает премию. Теперь вы можете обсуждать последние тенденции. Теперь она может находиться
находить более сложные проекты по дизайну. Ура! С дополнительным нюансов от клиентов. Отлично, давайте прямо сейчас это сделаем. Что у нас тут такое? Это не то. Так, репутация безупречная, продуктивность так себе. Вот. Ну хорошо, у нас хоть репутация безупречная. Рекомендации. Опять у нас ремонт комнаты. Опять легенда караоке. Серьезно, вы хотите, чтобы я отремонтировала весь дом для вас? Так, ремонт комнаты, ремонт комнаты. Опять ремонт, просто ремонт комнаты. Ремонт этажа. Вот, ремонт гостиной и кухни. И все это за 682 симулиона. Отличная зарплата у меня, слушайте. Прям шикардос. Я считаю, что это нужно следующим взять. Давайте, кстати, вернемся к легендам караоке. Посмотрим, они оставили кухню или переделали, или оставили. Мне прям даже интересно. А потом, кстати, вот можно в следующей серии как раз-таки ремонт гостиной и кухни взять, ну, такой уже прям большой проектик. А тут пока обойдемся малой кровью. Давайте этот проект. А какие там еще нюансы-то еще больше можно? Нет, тут 4, все то же самое. Ладно, встретимся на следующий день, да? Да, в понедельник. Сейчас у нас воскресенье. До понедельника. Понедельник, как и обещала, легенда караоке. Наша Ханна уже работает. Мы там уже вдали видим одного из поселенцев, жителей этой квартиры. В общем, сейчас уже начнем сразу штурмовать квартиру и менять их гостиную. Я решила, что это будет гостиная, потому что мы поменяли кухню, спальни я не особо хочу, а вот гостиную сделать симпатичную было бы неплохо, потому что у них там ужасный квадратный диван стоит. Я считаю, они этого не заслуживают. Но уголок с караоке мы, конечно же, не будем убирать. Зачем? Это же... Да, приветики, пистолетики. Эй, спасибо. Вот этот уголок мы не будем менять, мы его, возможно, немножечко все-таки приукрасим, но само по себе караоке, конечно, мы у них не уберем. А это все... О, слушайте, это же наша кухня. Это же кухня, которую я сделала. Ну, вообще, крутёк. Слушайте, они ничего не поменяли. Он там немножечко застрял, но они ничего не поменяли. Это так приятно. Ну, давайте, опять мы по новой знакомимся, так хочешь сказать, да? Ну, чё ж, нет, я уже здесь была. Чё я начала наезжать на людей, которые мне еще ничего не сделали? Вот зачем я так? А это уже сразу поздоровалась. Надо было понимать, что я уже совсем... То есть к концу-то карьеры нашей Ханны, когда она уже будет там на 10 уровне, когда она перестроит вообще все дома, она со всеми перезнакомится, уже она будет приходить как к себе домой, да? Так, и наш... подросток пришел, которым я так и не могу понять, кто это. Мальчик или девочка. Так, ух ты ж, он нам сразу нравится синий цвет. И нравится строгий стиль. Опять строгий стиль. Мы это уже проходили. А это что-то не нравится. А что ей не нравится? Я вообще не с тобой общаюсь. Что ей? Ей не нравится Ханна? Какая-то странная ситуация, на самом деле, сложилась у нас с предпочтениями, потому что у нас целых 2 цвета. До этого я никак не могла добиться хотя бы одного. Тут у нас синий и оранжевый. У нас будет, значит, все синее и оранжевое. Сложноватые цвета, но, кстати, неплохо сочетаются, если постараться, конечно. А еще у нас вот этот товарищ сказал, что ему нравится строгий стиль. Потом я поговорила с подростками, и он сказал, что ему не нравится островная тематика. Но это в прошлый раз уже было. У них не сильно поменялись, кстати, предпочтения. И пакости, мне кажется, тоже в прошлый раз были, но я не знаю, как это реализовать в проекте. Ну, то есть я пока не очень понимаю, как это все делать, но сделаю. А, кстати, почему покрасилась в цвет? Странно. Так что давайте прощаться, и, в принципе, я сразу начну, потому что в прошлый раз я уже смотрела, что такое строгий стиль. Там, по-моему, никаких не было толком этих диванчиков, ничего такого. Я, конечно, еще раз все проверю, отфильтрую все по цвету и буду обустраивать вот эту. Я, кстати, очень хочу здесь окно еще поставить. Давай уже прощайся со всеми, прощайся. До свидули. Встань с дивана-то, а? Ну, что он не исчезает? Слушайте, какой он. Нет, я не хочу уйти. Уйди. Не ты уйди. Ты не ты, балда. Ладно, начинаем наш ремонт.
Итак, ремонт окончен, наша комната закончена. Ханна стоит и наблюдает за своим триумфом. Мне кажется, получилось очень даже весело, задорно, и мне, кстати, очень нравится. Итак, что я сделала? Во-первых, они же у нас легенды караоке, поэтому караоке я им оставила. Единственное, что я добавила, это вот эту светяшечку. Мне кажется, так веселее, если честно, с ней. Вот. Эй, куда я пошла? Не туда. Так, дальше. Сейчас я перевернусь, чтобы вам было хорошо видно. Вот такая вот у нас теперь красивая прихожая. Как мне кажется, красивая. То есть я тут так оформила вход в дверь. То есть здесь такая декоративная тумбочка. Кстати, ни одного зеркала я не поставила. Вот это, конечно, я немножечко промахнулась, но ладно. В итоге у нас здесь одежка, какие-то там шкафчики, тумбочки. Здесь обувка как раз за дверью получается. Здесь какая-то декоративочка. Дальше у нас телек и получается место для отдыха. Вот такой вот большой плацдарм, потому что у них, конечно, квартира не такая уж большая, в смысле того, что жителей не так уж много, но здесь можно расположиться даже вместе с друзьями, то есть можно полежать, посидеть, отдохнуть. Единственное, что здесь, видите, без спинки я сделала, потому что здесь вроде как окно, не хотелось его перегораживать. Мне кажется, они как-то справятся, в общем, с этой ситуацией. И в принципе, все вот как бы так я оформила. Здесь есть и прихожая, и зона отдыха, и зона караоке. Я им оставила. Поэтому я надеюсь, что они будут довольны своим новым ремонтом. А что ты уже хочешь делать? Она сразу хочет смотреть телек, что-то делать. Давай лучше приглашай наших товарищей. Я, кстати, решила, что если в следующие разы меня будут продолжать звать в эту квартиру, ну, в смысле того, что я буду выбирать каждый раз эту квартиру, мы в итоге переделаем ее всю. Что-то мне все подтормаживает. Нет, спасибо, не хочу с анонсом мероприятия. Давайте просто заходите и говорите... Что вам... А что, все? Типа, это вот так вот делается? Прикольно. Что-то я как-то... Я не знала, что оно настолько все коротко будет. Ладно. Надо было попробовать, чтобы узнать, что прям сразу вот это все происходит без хождения и всего прочего. Просто сразу объявляет результат, и все. Это неожиданно было, честно признаюсь. Но зато мы заработали больше. Нам обещали ровно 600, а заплатили 720. Я считаю, это прекрасно. И профессиональная репутация. Давайте остаемся на участке и посмотрим, что у нас появилось. Что ж, все прошло удачно. Кажется, клиенту очень понравилось. Так, все хорошо у нас прошло. Вот так вот. У нас репутация безупречная. Продуктивность хорошая. Класс. Мы хорошо идем. Единственное, что я забыла. Мы на каком уровне? На 4 еще. Я так хочу теперь на 5 уровень, потому что там такой коврик дается на 5 уровне, что прям вообще. А я хочу этот коврик. Так, что у нас здесь опять? Гостиная и кухня, ремонт этажа. Я все боюсь этот ремонт этажа. Может, все-таки взять его? Ремонт комнаты опять, ремонт ванной комнаты, ремонт комнаты. Неинтересно. Давайте попробуем, рискнем ремонт этажа взять. Всего этажа. Может попробовать. Страшно, конечно, но я думаю, этого стоит. А если не понравится, то сильно, наверное, упадет наша продуктивность. Ладно, попробуем. Что тут? Тут всего 3, серьезно? На целый этаж 3? Ох, это очень страшно, если честно. Ладно, но это уже будет в следующей серии. Сейчас Ханна поедет домой, немножко отдохнет, перекусит. В следующей серии мы будем строить целый этаж, ремонт этажа. Зачем я это сделала? Мне страшно. Мне кажется, если мы отменим, то наша безупречная репутация покатится по наклонной. Поэтому, ладно. Страшно, но что поделать. Так что подписывайтесь, ставьте лайк до следующей серии. Узнаем, как у меня получилось отремонтировать этаж. Получилось ли вообще. Все, пока-пока.